Президентские кортежи не зря принято считать настоящими крепостями на колесах, но знали ли вы, что даже такие машины попадают в самые разные ситуации? Досмотрите видео до конца, чтобы узнать, чьему лимузину не решилась перебежать дорогу черная кошка и чей автомобиль застрял в воротах Королевского дворца. Во время официального визита в Великобританию произошел больше похожий на анекдот случай, который мог бы послужить причиной к серьезному дипломатическому недоразумению между США и Великобританией. Кортеж президента Билла Клинтона следовал за автомобилем премьер-министра Тони Блэра по знаменитому Тауэрскому мосту, одной из главных достопримечательностей Лондона. Ситуация приняла неожиданный оборот, когда передняя часть кортежа с Блэром и часть машин охраны Клинтона успели благополучно пересечь мост. Однако самому американскому президенту не повезло. Буквально через секунды после прохода первых автомобилей мост начал разводиться, чтобы пропустить грузовое судно. В результате Клинтон оказался в ловушке на противоположном берегу от основной части своей делегации и охраны. Инцидент вызвал бурную реакцию службы безопасности президента США. Агенты секретной службы были в ярости от такого нарушения протокола и потенциальной угрозы безопасности первого лица государства. Однако администрация Тауэрского моста лишь развела руками, ведь имела железное алиби. Все действия были совершены в строгом соответствии с расписанием речного движения. Оказалось, высокопоставленные гости немного задержались и выбились из первоначального графика, в то время как судно следовало строго по графику, установленному еще за несколько недель до визита американского президента. Иногда даже простая баржа может помешать главе государства двигаться по намеченному пути. Ангела Меркель, железная леди Европы, спокойно возвращалась в Берлин после отдыха в своем загородном доме, пока в служебную машину не врезался 82-летний мужчина. Оказывается, тот захотел перестроиться в левый ряд, но не сумел должным образом оценить расстояние между автомобилями. По итогу все закончилось хорошо. Пострадавших не оказалось. Меркель пересела в другую машину кортежа и продолжила свой путь с небольшой задержкой. Позднее в Германии, возможно, косвенно и из-за этого случая, в том числе, развернулась серьезная общественная дискуссия о необходимости введения регулярных проверок для автолюбителей старшего возраста. Люди, которым исполнилось 70 и более, должны будут каждые 5 лет подтверждать уровень своих водительских умений. Ведь к этому возрасту значительно снижается скорость реакции, а также ухудшаются зрение и слух. Это может помочь в снижении количества дорожно-транспортных происшествий. Однако нередко, когда автомобиль становится главным средством передвижения для пожилых людей, без которого они не смогут вести полноценный образ жизни. А как вы считаете, необходимо ли принимать такие серьезные меры? Во время официального визита в Германию в 2017-м премьер-министр Великобритании Тереза Мэй оказалась в неловкой ситуации, которая могла бы послужить сюжетом для хорошей политической комедии. Прибыв на переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель для обсуждения вопросов, британский лидер столкнулась с неожиданной технической проблемой, заснятой журналистами и позднее растиражированной таблоидами. Автомобиль с Терезой Мэй подъехал к месту встречи с немецким коллегой в строгом соответствии с протоколом. Однако, когда настал момент выхода, обнаружилось, что дверь машины кортежа не открывается. Премьер-министр Великобритании оказалась буквально запертой в салоне своего официального транспортного средства. Сложившаяся ситуация вызвала явное замешательство как у самой Мэй, так и у ее охраны, которые сначала не поняли причину задержки, пытаясь открыть дверь снаружи. Этот эпизод длился несколько секунд, по прошествии которых дверь все же удалось разблокировать. Канцлер Германии, которая уже вышла встречать британскую коллегу, стала непосредственной свидетельницей произошедшего казуса. В социальных сетях эта ситуация сразу разошлась на мемы. С той стороны дверь держала. Со смехом писали пользователи. В разгар напряженной предвыборной кампании в Калифорнии Дональду Трампу пришлось столкнуться с неожиданными трудностями. Несколько сотен агрессивно настроенных демонстрантов полностью заблокировали главный вход в отель, где должен был состояться митинг его сторонников. Секретная служба США, которой пришлось в срочном порядке разрабатывать альтернативный план доставки Трампа к месту выступления, придумала неожиданный выход из сложившейся ситуации. Вопреки обычному протоколу, кортеж был вынужден подъехать к зданию с обратной стороны, и президент попал в пункт назначения только после того, как пролез в щель между двумя заборами и прошелся по газону. Это был не самый легкий способ, которым я когда-либо попадал в здание. Позже поделился Трамп своими впечатлениями со сторонниками.
Мы пролезали под забором, вокруг забора. Вообще-то это было, как будто я переходил границу. Да, добираться на митинг такими путями президент точно не планировал. Увы, но даже лидерам стран не подвластны стихийные явления. Но, кажется, больше всего любит вносить корректировки в президентские расписания именно снегопад. Так, целым двум президентам США пришлось на некоторое время задержаться из-за добравшейся до них метели. Барак Обама, которого в дороге настигла снежная буря, был вынужден простоять в пробке более часа. Президент должен был прилететь в Белый дом на самолете, но опять же из-за возникшего хаоса не смог, пришлось опуститься с небес на землю и воспользоваться автомобилем. Его кортеж сделал незапланированную остановку в пригороде Вашингтона. Спустя 10 лет его преемник Джо Байден также не смог избежать встречи с этим природным явлением. Без света осталось несколько сотен тысяч потребителей электроэнергии в Вашингтоне, а дети не могли вернуться к занятиям после рождественских каникул. Так сильно разыгралась метель. Самолет президента, и тот не смог прибыть вовремя. Прождав около получаса, пока взлетно-посадочную полосу очистят от снега, президент все же смог приземлиться, но и тут ждало невезение. Байден, как и Обама, застрял в вызванных снегопадом пробках. Даже если у вас в гараже есть президентский кортеж, не спешите выезжать на улицу в плохую погоду, если не хотите провести остаток дня, стоя в пробке. Обычно жители встречают правительственные кортежи с восхищением, но иногда они совсем не рады машинам, которые сопровождают их лидера. Жители Валенсии были совсем не рады приезду короля Филиппа VI. Причина была в том, что совсем недавно страна пережила одну из самых страшных катастроф в современной истории. Наводнение принесло ей немалый ущерб. На контрасте с этим километровый кортеж короля Испании, который лично приехал в Валенсию оценить масштаб катастрофы, не мог не быть воспринят местными жителями как издевка. Видео с тем, как Филипп VI передвигается по пострадавшему от наводнения городу, быстро стало вирусным. Пользователи социальных сетей стали шутить, что кортеж по размерам, сравнимый с улицей, нужен королю для того, чтобы не запачкаться. Во время траурных мероприятий, посвященных прощанию с королевой Елизаветой II в Лондоне, президент США Джо Байден и его супруга Джилл оказались в необычной ситуации. Несмотря на все привилегии, положенные главе государства, их бронированный кортеж попал в пробку на улицах британской столицы. Хотя большинство дорог в центре Лондона были перекрыты в связи с похоронами, движение все равно оказалось достаточно оживленным. Кортеж Байдена, состоящий из нескольких автомобилей, продвигался медленнее, чем ожидалось. В итоге президентский лимузин, оказавшийся в конце колонны, остановился у кофейни, и случайные смогли рассмотреть и сфотографировать американского лидера. Тот в ответ с улыбкой махал им рукой. Большинство мировых лидеров, включая президента Франции и премьер-министра Новой Зеландии, добирались до похорон на специальных автобусах, организованных британскими властями. Однако Байдену разрешили приехать на церемонию отдельным кортежем, за что и вынужден был поплатиться ожиданием в пробке, от пребывания в которой даже президентский статус не смог его спасти. Одним обычным будничным утром с кортежем президента Болгарии Румена Радева произошло дорожно-транспортное происшествие. Инцидент случился на кольцевой дороге города Пловдив, когда один из автомобилей сопровождения столкнулся с грузовиком, внезапно выехавшим на встречную полосу. В результате аварии 2 человека получили повреждения, однако самому главе государства удалось выйти сухим из воды. Позже оказалось, что именно водитель грузовика нарушил правила дорожного движения, выехав на полосу встречного движения. Это и послужило причиной для аварии. Румен Радев был не единственным президентом, которому посчастливилось оказаться участником столкновения с крупногабаритной машиной. Визит Дмитрия Медведева на Камчатку в 2012 не обошелся без подобного резонансного инцидента. Но в этот раз уже участника президентского кортежа выбросило на стоявший на обочине внедорожник. Причиной аварии стал внезапный прокол колеса. Президентским кортежам нужно быть внимательнее, когда они замечают на дорогах тяжеловесные автомобили. От автомобильных неполадок, к сожалению, не застрахован никто. Машина, сопровождающая президента Сербии Александра Вучича, двигалась по загородной трассе в составе кортежа, когда на высокой скорости произошел внезапный разрыв покрышки. После этого часть колеса полностью отделилась от автомобиля и вылетела на встречную полосу движения. Однако водителю удалось сохранить контроль над транспортным средством и безопасно остановиться.
После остановки охрана вместе с президентом вышли и осмотрели транспортное средство. Несмотря на то, что Вучич, благополучно пересевший в другой автомобиль и достигший пункта назначения, заявил, что в происшествии нет ничего особенного и не нужно поднимать вокруг всего этого шум, премьер-министр Сербии все же прокомментировал случившееся так. «Я бы не стал играть с такими вещами. Нужно выяснить, как именно отвалилось колесо. Это могло угрожать президенту, а значит и всей стране. Теперь к контролю технического обслуживания президентского кортежа станут относиться еще серьезнее. Во время визита Джо Байдена в предвыборный штаб произошел необычный дорожный инцидент, который мог иметь серьезные последствия. В тот момент, когда президент США вместе с первой леди Джилл Байден выходили из здания, на парковке разыгралась неожиданная сцена. Когда президент в сопровождении агентов охраны направлялся к своему бронированному внедорожнику, на дороге внезапно появился серебристый седан, а затем автомобиль на полной скорости врезался в припаркованный внедорожник секретной службы. После аварии инициатор аварии попытался продолжить движение, но агенты секретной службы мгновенно отреагировали. Они заблокировали автомобилю проезд и вывели водителя из машины под прицелом. Утверждается, что у обвиняемого не было злых умыслов. СМИ сообщают, что в момент инцидента шел дождь. Это и могла послужить причиной того, что водитель, не имевший в планах таранить президентский кортеж, не сумел справиться с управлением. Внедорожник, принявший участие в произошедшем ДТП, выполнял важную функцию. Он перекрывал перекресток для обеспечения безопасного выезда президентского кортежа. По свидетельствам очевидцев, столкновение было настолько сильным, что раздался громкий хлопок, привлекший внимание всех присутствующих. Журналисты, находившиеся на месте событий, заметили, как на лице Байдена выразилось искреннее удивление. Даже подобный инцидент не смог повлиять на график президента США. Охрана посадила Байдена в ожидающую его машину, и они вместе с женой благополучно вернулись в свой дом. Папа Римский обладает властью, не сильно уступающей президентской, поэтому его нередко сопровождает. Так, во время своего апостольского визита в Перу в январе 2018 года Папа Римский Франциск продемонстрировал пример истинного милосердия, намеренно нарушив строгий протокол безопасности. Этот трогательный момент был запечатлен на видео и опубликован, вызвав волну восхищения по всему миру. Что же произошло? Традиционный папский кортеж двигался по специально огороженному маршруту в Лиме, где тысячи верующих выстроились по обеим сторонам дороги, чтобы его увидеть. Вдруг случилось непредвиденное. Одна из лошадей конной полиции, обеспечивающей порядок во время мероприятия, внезапно взбрыкнула, напуганная звуками автомобилей, сопровождающих папу, и сбросила женщину полицейского. По свидетельствам очевидцев, падение выглядело достаточно болезненным, хотя серьезных травм, к счастью, удалось избежать. Вопреки всем правилам безопасности, которые предписывают в подобных ситуациях продолжать движение, Франциск попросил немедленно остановить кортеж, а затем лично вышел из него, чтобы помочь пострадавшей. Наклонившись к ней и поинтересовавшись о самочувствии упавшей, он услышал, что она не пострадала. Девушка поблагодарила папу за проявленное сострадание. Это не первый случай, когда папа Франциск отказывается действовать по ожидаемому от него сценарию. Во время перелета из Чили в Перу он обвенчал стюардессу и бортпроводника, хотя этого не было в планах его визита. Пара, удостоенная внимания папы, живет счастливо, воспитывая 2 детей. Как сообщают бельгийские СМИ, во время визита в Брюссель Дональда Трампа его легендарный бронированный лимузин, известный под прозвищем «Зверь», столкнулся с неожиданной проблемой. Оказалось, что массивный автомобиль просто не смог проехать через ворота королевской резиденции, где должна была состояться встреча американского лидера с королем Бельгии Филиппом и королевой Матильдой. В результате Трампу пришлось оставить свой сверхзащищенный транспорт за пределами дворца и отправиться к монаршей чете пешком в сопровождении агентов секретной службы США. Этот случай не первый в истории американских президентских кортежей. В 2011-м аналогичная ситуация произошла с Бараком Обамой во время его визита в Ирландию. Тогда его бронированный Кадиллак застрял при выезде с территории посольства США в Дублине, вызвав немалое замешательство среди охранников. Президентский лимузин Трампа представляет собой настоящее инженерное чудо с фантастическим уровнем защиты. По некоторым данным, на разработку и производство этого автомобиля правительство США потратило около 15 миллионов долларов. Машина оснащена уникальными системами безопасности, включая устройство для создания дымовой завесы
завесы, которая может мгновенно скрыть автомобиль от потенциальных угроз. Бронированный корпус зверя способен выдержать не только прямое попадание из огнестрельного оружия, но и взрыв мины или атаку с применением химического оружия. А в салоне лимузина всегда находится запас донорской крови, совместимый с группой крови президента, на случай экстренной медицинской помощи. Несмотря на все эти передовые технологии, даже такой высокотехнологичный автомобиль иногда оказывается бессилен перед обычными бытовыми препятствиями, будь то узкие ворота старинного дворца или неожиданно тесный выезд с дипломатической территории. В один из дней, когда кортеж президента России Владимира Путина следовал по запланированному маршруту к военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге, произошел забавный инцидент, который сразу же разлетелся по социальным сетям. На пути правительственного кортежа внезапно появилась неожиданная преграда — черная кошка, решившая перейти дорогу в самый неподходящий момент. Животное спокойно вышло на проезжую часть, явно намереваясь пересечь дорогу, но уже достигнув середины, заприметила приближающиеся машины и, оценив ситуацию, решила, развернувшись, броситься на утек. Видимо, даже разносчики невезения пасуют перед бронированным автопарком и строгой охраной. Спасибо, что оставались со мной до конца. Всем панкейк. И помните, перебегать дорогу президентскому кортежу — это плохая идея.